Вопрос от подписчика. Как работает товарка в условиях войны? Сегодня обсудим все этапы товарки и как все поменялось из-за войны. А шо, товарка жива чи шо? Друзья, с вами Александр Луценко и рубрика «Вопросы от подписчика». Не забудьте поставить лайк в такое тяжелое время и подпишитесь на канал. Далее разберем покупательскую способность, подтверждение заявок, логистику, выкуп и сам трафик. Люди заказывают сейчас очень активно, потому что многие конкуренты, ваши коллеги вышли просто из бизнеса во время войны. Поэтому все товары продаются, которые есть у поставщиков. Особенно хорошо продаются ниши такие, как красота и здоровье, одежда, товары для дома и те старые офферы, которые продавались раньше. А пруф остался на прежнем уровне. Люди берут трубку с незнакомых номеров. Ага, особенно мужики, яким дзвонять з воєнкомата. А для тех, кто опасается незнакомых номеров, нам хороший лайфхак подсказал аутсорсинговый колл-центр Flash. Для тех, кто боится брать трубку в военное время, в LP CRM можно настроить автоматическую отправку SMS. Создаем шаблон SMS по типу «Это был звонок с интернет-магазина с таким-то товаром, возьмите, пожалуйста, трубочку». После таких SMS 90% людей уже охотнее возьмут трубку и оформят у вас заказ. Хороший лайфхак для воєнкомата, кстати. Также скрипты сейчас нужно делать только на украинском языке. В начале войны был срок доставки от 4 до 7 дней по новой почте. Люди с пониманием к этому относились. На момент снятия этого видео, а это уже июнь, срок доставки вернулся к довоенному времени. Это 1-2 дня. Новая почта и Укрпочта работают в тех населенных пунктах, которые освобождены от русской нечисти. И с каждым днем все больше и больше отделений появляется. Поэтому, если сейчас нет доставки вашему клиенту, то подождите и через неделю перезвоните ему снова. Возможно, уже этот населенный пункт освободят. Теперь поговорим о выкупе товара. После 24 февраля, начала войны, примерно первые 2 недели людям реально было не до выкупов. Было много отказов и выкуп жестко просел. Но буквально через месяц, через 2 все возвращается, как было и довоенное время. На июнь 2022 года люди покупают и выкупают товар в пределах 75-80%, в зависимости, конечно, от вашего товара. Из-за того, что ушли игроки не только из товарки, а и из инфобизнеса, из других ниш, Хоч менше циган тепер бачу в ленті Інстаграма, наконець-то. реклама стала дешевле, потому что меньше стало рекламодателей и меньше конкуренции в аукционе. Что в ТикТоке, что в Фейсбуке, что в Гугле вы будете получать заявки сейчас дешевле, чем получали до войны. Вы скажете: да, Саш, все хорошо, но снимать сейчас офис, нанимать туда сотрудников, садить на обзвон заявок, хранить там товар, мягко говоря, опасно в условиях войны и не совсем разумно. Я скажу: да, я с вами полностью согласен, поэтому у меня есть решение этой проблемы. Можно зарабатывать в товарном бизнесе полностью удаленно. Это делают мои многие знакомые, взяв на аутсорсинг отдельно колл-центр и отдельно склад. При этом заниматься только трафиком с любой точки мира. Например, взять аутсорсинговый колл-центр Flash, который, кстати, нам и помог с этим видео в предоставлении разных лайфхаков и статистики. Также в штатном режиме работает Fulfillment LP склад, который может хранить ваши посылки и отправлять их вашим клиентам. Рекламочка подошла. С такими партнерами можно спокойно построить товарный бизнес удаленно и зарабатывать в товарном бизнесе даже в такое сложное время, как война. Поднимать экономику в Украине нужно, поэтому давайте работать. С вами был Александр Луценко, и это была рубрика «Вопросы от подписчиков». Не забудьте поставить лайк этому видео и в комментариях напишите, работаете ли вы сейчас или нет.